Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы отправимся в прошлое, чтобы узнать о месте и времени, когда началась история короля поп-музыки Майкла Джексона. В 60-х годах мир менялся с невероятной скоростью. В США шла активная борьба за гражданские права. Расовая дискриминация активно оспаривалась благодаря таким лидерам, как Мартин Лютер Кинг. Мартин Лютер Кинг-младший, годы жизни 1929 по 1968, был американским баптистским проповедником и лидером движения за гражданские права, которое боролось за равноправие афроамериканцев и прекращение расовой дискриминации в США. Его знаменитая речь «У меня есть мечта» вдохновила миллионы людей, став символом надежды и борьбы за социальную справедливость. В это время американское общество переживало шок из-за убийства президента Джона Кеннеди и протесты против войны во Вьетнаме. Джон Фицджеральд Кеннеди, годы жизни с 1917 по 1963, был 35-м президентом США с 61 по 63 год, известным своими реформами в области гражданских прав, поддержкой космической программы и усилиями по урегулированию Карибского кризиса. Его президентство было трагически прервано в 1963 году, когда он был убит в Далласе. Вьетнамская война с 1955 по 1975 год была вооруженным конфликтом между коммунистическим Северным Вьетнамом, поддерживаемым СССР и Китаем, и Южным Вьетнамом, на стороне которого выступали США и их союзники. Война, унесшая миллионы жизней, стала символом холодной войны и вызвала массовые антивоенные протесты по всему миру. На вершине популярности находились Элвис Пресли и Битлз, а также новая волна музыки соул, вдохновляемая такими артистами, как Джеймс Браун и Аретта Франклин. Музыка объединяла, помогала переживать трудные времена, а также стала площадкой для выражения протеста. Социальные изменения шли рука об руку с технологическими достижениями. В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Эти события вдохновляли молодое поколение мечтать о достижениях, которые вчера еще казались невозможными. В целом, Америка 60-х годов осталась в воспоминании волшебным местом, полным удивительных открытий и культурных явлений. Тогда вошли в моду брюки-клеш, сапоги гоу-гоу, куклы Барби, мини-юбки и водолазки. В 50-х годах строительство бомбоубежищ было уделом редких энтузиастов, но в начале 60-х это явление стало уже массовым, так как у СССР появилось ядерное оружие, и это уже представляло серьезную угрозу. Гэри, штат Индиана, сердце индустрии. Гэри был основан в 1906 году и назван в честь Элберта Гэри, основателя US Steel, крупнейшей металлургической компании США. Этот город был построен как индустриальный центр, предназначенный для поддержки сталелитейной промышленности страны. Гэри стал центром производства стали, что привлекало тысячи рабочих. Заводы обеспечивали рабочие места, но делали воздух в городе тяжелым и грязным. В городе селилось также множество мигрантов, в основном афроамериканцев. Они приехали из Южных Штатов в поисках работы. Гэри стал местом соединения их надежд и тяжелого труда. Районы, где жило большинство рабочих, были небогатыми, и их повседневная жизнь была борьбой за выживание. Несмотря на суровую реальность, жители города искали утешения в музыке. Песни соул, ранний рок-н-ролл звучали в их домах, а госпел в местных церквях. Именно в этой атмосфере зарождались мечты о чем-то большем, чем серый городской пейзаж и дымовые трубы. Гэри со всеми его сложностями стал не только домом для Майкла Джексона, но и местом, где началась его великая история. Спасибо за просмотр. Если понравилось, подпишитесь и до встречи в новых выпусках.